Добрый день! Сегодня мы разберем грамматику 13 урока Мина но Нихонго. Итак, у нас могут возникнуть ситуации в жизни, когда мы хотим сказать, допустим, «я что-либо хочу». В русском языке идеально это слово заменяет слово «хотеть», которое мы можем изменять как «хочу сейчас», «хотел», «захотел», «перехотел» и так далее. При этом мы можем использовать его как в отношении себя, как в отношении человека, с которым мы разговариваем, но и также в отношении к человеку, которого мы, допустим, со своим другом видим, он где-то там в стороне или что-то делает. В японском языке подобного идеального слова нет. Однако можно сказать, что вариаций произносить подобные высказывания все же присутствует. В ситуации, когда мы хотим построить простое предложение, при этом сказать, что я хочу какой-то определенный объект, мы зачастую используем следующую конструкцию. То есть мы выделяем себя как тему разговора, или иногда мы можем опускать себя, если понятно, о чем, собственно, речь. После мы добавляем объект, то есть существительное название объекта, к нему присоединяем частицу «га» и добавляем прилагательное «хощи дес». На русский перевод оно бы переводилось как «объект желаю» или «объект хочу». Этой конструкцией могу пользоваться, допустим, только я, если я говорю о себе, или же если я задаю вопрос своему собеседнику. Но когда вы используете эту конструкцию, строя вопросительное слово в отношении, допустим, задавая вопрос вашему коллеге, то здесь нужно быть довольно внимательным. Дело в том, что вы хоши деска можете использовать только в отношении, допустим, вашего собеседника. Это раз. Вы не можете использовать ее, когда вы говорите о третьем лице. То есть вы с другом стоите, смотрите, что какая-то женщина там что-то делает. И вы понимаете, что она, допустим, как на рынке, хочет выбрать там килограмм помидоров. И вы говорите, она хочет купить, наверное, помидоры, или она помидоры хочет. Вот эта конструкция гахоши дес вы не можете использовать по отношению к ней. Это раз. А во-вторых, и построить предложение вопросительным по отношению к ней вы тоже не можете. И даже когда вы задаете вопрос вашему собеседнику, здесь тоже нужно быть довольно внимательным. Почему? Зачастую ее используют тогда, когда вы как бы являетесь свидетелем того, что ваш друг что-то там выбирает. Например, вы в супермаркете идете там между рядами, выбираете, он хочет пачку чипсов, допустим, или не может определить, воду взять может еще. Видите, что он тянется к, допустим, бутылке воды, и вы говорите как бы и вопрос, и констатация факта, как бы подтверждаете у него. Типа, анатава мизу га хоши деsu ka? То есть, как бы, ты хочешь воду? В этом отношении вы как бы удостоверяете для себя информацию. А вот если бы вы предложили бы ему, взяли бутылку воды сами, и ему протягиваете и говорите, ты хочешь воду? Вот эту конструкцию использовать нельзя. То есть хощи деска в этой ситуации вы не можете произнести. Для этого у вас есть такие конструкции, как икага или номимасенка. То есть, например, вы можете задать вопрос, да, ты хочешь мороженое? Анатова айскриму га хоши деска? То есть вы видите, что он тянется рукой к мороженому, да? А он, да, хочу, хай, хоши дес, как бы уже констатацию ставить. Или и хошикунай дес, нет, не хочу. А вот если вы ему будете предлагать, то здесь в вежливой форме нужно ставить вопрос следующим образом. Анатова айскриму га и кага деска. То есть как насчет мороженого? Будешь? То есть я предлагаю от себя. Или анатова айскриму о
Табемасенка, то есть не покушаешь ли мороженое? Вот такая конструкция будет наиболее верна и применима в этой ситуации. Но давайте рассмотрим другие примеры. Например, я хочу новое зеркало. Ваташи ва атарашии кагами га хошии дес. Или я хочу пиццу. Ваташи ва пицца га хошии дес. Или я не хочу мотоцикл. Ваташи ва байку га хошикунай дес. Как вы уже поняли, хощи является прилагательным. Соответственно, оно и изменяется в зависимости от того, в каком времени вы говорите, в настоящем или в прошлом, в какой форме вы произносите, в утвердительной или же в отрицательной форме. Так, например, «я хочу» было бы «хощи дес», «я не хочу» «хощикунай дес» или «я хотела» «хощикатта дес» или «я не хотела» в прошлом времени, отрицательная форма «хощикуна катта дес». Например, я хотела новое зеркало. Ваташи ва атарашии кагами га хощикатта дес. Прошлое время утвердительная форма. Или я не хотела шоколад. Ваташи ва чокоретто га хощикуна катта дес. То есть вы говорите своему шефу, что вы не хотели, или своему коллеге, что не хотели шоколад. Ваташи ва чокоретто га хошикуна катта дес. Или ты не хотел мотоцикл? Аната ва байку га хошикуна катта деска. Как бы задаете ему вопрос, но при этом свой мотоцикл вы не предлагаете ему. Итак, мы разобрали, что мы можем строить предложение в отношении объекта плюс «хочу» только по отношению к себе или же к нашему собеседнику. Мы можем либо утвердительное предложение построить, либо же вопросительное, но опять-таки с условием того, что вы ничего ему не предлагаете. Но как нам быть в ситуациях, когда мы, допустим, с другом стоим, и мы описываем человека постороннего, то есть третье лицо? Как я, допустим, сравнивала, когда на рынке женщина хочет выбрать килограмм помидоров. Как нам в данном случае строить предложение? В этом случае нам помогает конструкция объект плюс частица «о» плюс «хощигатеймас» выражает на русский язык, допустим, он или она хочет или хотела, если мы ставим конструкцию или предложение в прошлом времени. То есть в данном случае она говорит о том, что ни я, ни мой собеседник, а именно третье лицо может чего-то хотеть. Так как мы как бы не можем читать чужие мысли, поэтому по большей части мы описываем их поведение. Например, мы видим, что ребенок в магазине хочет выбрать новую игрушку. И мы, допустим, я и подруга, я подруге говорю, что вон ребенок хочет выбрать новую игрушку. Как бы я построила предложение? Кодомо ва атарашии омоча о хошигаттеймас. То есть в данный момент ребенок желает игрушку новую. При этом ребенка мы выделяем как темой разговора, выделяя его частицей «ва», добавляем объект игрушка плюс частицу «о». Почему частицу «о»? Потому что видоизмененное слово «хощи», которое было в прошлом прилагательным, мы изменили его в глагол. Поэтому после объекта мы ставим частицу «о» и добавляем глагол «хощигаттеймас», как бы говоря, что есть прямое действие на объект игрушку. Давайте рассмотрим несколько примеров. Она хочет новую сумку. То есть мы видим, что женщина в магазине выбирает себе сумку, и мы как бы констатируем факт. Каноджо ва атарашии кабан о хошигаттеймас. Или мы, допустим, посмотрели в другую сторону, а там
Мужчина выбирает себе новые кроссовки, а мы говорим, допустим, я говорю другу своему, он хочет новые кроссовки. Карева атарашии суникао хошикатте имас. Или, допустим, смотрим, что вот наша знакомая коллега стоит возле прилавка и выбирает, чтобы заказать себе выпить. Ей предлагают кофе, а она говорит, нет, не хочу кофе. И мы как бы описываем эту ситуацию, говоря, она не хочет кофе в настоящем времени, да? Канэджо ва кофе о хошикатте имасен. То есть я, допустим, или мне бы говорил мой собеседник, что она не хочет кофе. Или, допустим, мы о чем-то говорили и вспомнили постороннего человека, допустим, нашу знакомую, и говорим в прошлом времени, да. Вот сходил, допустим, в кафешку, хорошо поела, а вот она, допустим, Мария не захотела рамен, да. Как бы мы сказали, зная, что, допустим, Мария это она, и мы бы строили предложение, допустим, я бы рассказывала эту ситуацию. Она не хотела рамен. Канаджо ва рамен о хошигатте имасен дешта. То есть этот глагол хошигатте имас мы изменяем также, как и обычные глаголы, во времени. То есть мы говорим и в настоящем времени, и в прошлом времени. Мы говорим и в утвердительном формате, и в отрицательном. То есть уже выбор использования, сказать, что кто-то хочет какой-то объект, намного больше. Или, допустим, он хотел онигири в прошлом времени, да. Каре ва онигири о хошигатте имашта. В предыдущем мы говорили, что, допустим, я хочу какой-то определенный объект. Или, допустим, он хочет какой-то определенный объект. При этом мы использовали, если хочу я что-то, мы использовали конструкцию хоши дес или объект га хоши дес. Если мы говорили о третьем лице, то мы использовали конструкцию хошига теймас, то есть объект плюс о хошига теймас. Но как нам быть в ситуации, когда мы хотим объяснить действие? То есть мы хотим что-то сделать. В этом случае мы используем другой формат предложения, а именно мы основной глагол нашего действия в масс-форме. От него отнимаем частицу масс, то есть окончание масс, и заменяем на тай дес. В этом случае мы хотим на русский язык вариант сказать, что я хочу или ты хочешь что-то сделать. Как вы понимаете, мы не можем использовать эту конструкцию по отношению к третьему лицу. То есть субъектом может быть только я или, если мы спрашиваем нашего собеседника или говорим в отношении нашего собеседника. Главным моментом, что когда мы выделяем объект, мы можем его выделять либо частицей «о», либо частицей «гам». Почему не чем-то одним? Не сказать, что, допустим, если мы используем глагол, то почему мы не можем выделять его частицей «о»? Все дело в том, что тай «д» с окончанием трансформирует эти два глагола как прилагательные. Соответственно, и изменяться во времени оно также будет по законам того, как мы изменяем прилагательные. В настоящем, в прошлом времени, в утвердительной или же в отрицательной форме. Но такие частицы, как ни, которые указывают на место, мы их никогда не опускаем, от них мы не отказываемся, так же, как и от частицы га или о. Например, я хочу купить новую машину. Ваташи ва атарашии курума о кайтай дес. То есть мы можем сказать либо курумао кайтай дес или курумага кайтай дес. Оба варианта будут правильными. Кайтай образовалась
от слова каймас, где мы отсекли мас-форму и добавили тайдес. Хочу купить. Или, например, ты хочешь смотреть фильм «Анатова эйга га митай деsu ka?». При этом глаголу «смотреть» мимас мы отсекаем мас-форму, добавляем тайдес. У нас получается «хочешь смотреть» митай desu ka, если задаем вопрос. Или в супермаркете что ты хочешь купить? Анатова супамакето де нани о кайтай desu ka? Что, то есть объект, который нас интересует, мы задаем вопросительным словом нани о плюс кайтай desu ka. Или ты, допустим, в кинотеатр когда хочешь пойти? Анатова ицу эйкаган и китай desu ka? Икимас глагол идти, отсекаем мас-форму, добавляем тайдес. При этом мы говорим о направлении, то есть место, выделяем его частицей и задаем вопросительное слово ицу. Когда? Анатова ицу эйга кане и китай desu ka. Или, например, что ты хочешь делать? Нанио шитай desu ka. Как вы уже понимаете, так как окончание идет тайдес, то есть это у нас прилагательное, измененное с глаголом, мы также его изменяем и по времени. То есть мы можем сказать, например, в настоящем утвердительном времени «я хочу купить» или «ты хочешь купить». Кайтай дес. Мы также можем сказать «я не хочу купить», допустим, в настоящем времени. Кайта кунайдес. В прошлом времени, допустим, я хотела купить. Кайта каттадес. Или я не хотела купить что-то там. Кайта куна каттадес. Кайта куна каттадес. То есть мы к глаголу мас-формы отсекаем мас и добавляем та куна каттадес. Таким образом, формируя отрицательную форму в прошлом времени, я не хотел или не хочу что-то сделать. Например, я не хочу плавать. Ваташи ва ойоги та кунай дес. Или ты не хочешь слушать музыку? Аната ва онгаку о кикита кунай десу ка. То есть в настоящее время отрицательное плюс вопросительное предложение. Или в прошлом времени я не хотел играть. Ваташи ва асоби та куна катта дес. Ваташи ва асоби та куна катта дес. Или я вчера суши хотела покушать. В прошлое время утвердительная форма. Ваташи ва кино суши га табета катта дес. Табета катта дес. Итак, мы уже поняли, что для того, чтобы сказать, что я или мой собеседник что-то хочет сделать, когда мы соединяем два глагола как бы в одну конструкцию, мы при этом используем глагол масс-формы, отсоединяем от него последнее окончание масс и добавляем тайдес. Но как нам сказать, допустим, что кто-то третий что-то хочет тоже сделать? То есть мы смотрим, что, допустим, женщина хочет поднять сумку. То есть как нам в этом случае строить предложение? В этом случае мы выделяем человека частицей «ва», добавляем объект. Если мы добавляем объект, то обязательно ставим частицу «о» после него. Дальше добавляем глагол в масс-форме. При этом масс мы отсекаем и добавляем та, га, те и мас. Как бы подразумевая, что он или она хотят совершить какое-то действие. Соответственно, так как у нас тагата и мас трансформировалась, изменяя себя в глагол, мы и изменяем его во временных промежутках, если говорим в прошлом времени или же в настоящем, или в утвердительной или отрицательной форме, как глагол. То есть, например,
Она через час хочет поехать в парк. Каноджо ва 1時間後に公園へ行きたがっています。彼女は1時間後に公園へ行きたがっています。Или, допустим, он хочет кофе попить, да? Каре ва кофе о номита гаттеймас. Или в прошлом времени он хотел попить. Каре ва кофе о номита гаттеймашта. Или он не хочет курить. Каре ва табако о суита гаттеймасен. Он не хочет курить в настоящем времени, да? Или каре ва табако о суита гатте имасен дешта. То есть он не хотел курить в прошлом. Или мы можем, допустим, задать вопрос: ты или вы хотите, допустим, попить кофе? Но в этом случае мы должны использовать только те конструкции, которые подразумевают предложение чего-либо. То есть кофе о номимасенка. Итак, давайте подсуммируем. Когда мы говорим, что я или мой собеседник хочет какой-то объект, мы используем конструкцию, выделяя из себя я, или ты, или вы, частицей ва. После добавляем объект, выделяем его частицей га и добавляем прилагательные хоши дес. Например, я хочу пиццу. Ваташи ва пицца га хоши дес. Я хочу какой-то объект, да? Если говорим о третьем лице, то мы объект выделяем частицей о и добавляем хошигаттеймас. Например, он хочет новые кроссовки. Каре ва тараши сникао хошигаттеймас. Или ситуация, когда мы хотим совершить какое-либо действие, мы себя выделяем частицей ва, после добавляем объект, выделяем его либо частицей га, либо частицей о, присоединяем глагол, который видоизмененный, а именно у глагола мас-форма заменена на тайдес. Например, я хочу купить новую машину. Ваташи ва атараши курумага кайтайдес. И в ситуациях, когда мы говорим о третьем лице, что третье лицо хочет совершить какое-то действие, мы объект, допустим, какой-либо, добавляем частицу о плюс глагол в мас-форме. При этом у глагола мы отсекаем мас, добавляем тагатеймас. Например, он хочет попить кофе. Каре ва кофе о номита гаттеймас. В принципе, ситуацию, когда мы можем сказать, что я что-либо хочу, либо хочу сделать, либо мой собеседник что-то хочет или хочет сделать, мы уже разъяснили. Так же, как мы разобрались в ситуации, когда мы говорим о третьем лице, что он что-то хочет, какой-то объект, или же хочет сделать какое-то действие, что-то совершить. И как бы у меня нихонго на этом все выдано. Но я хочу еще с вами разобрать одну небольшую конструкцию. Дело в том, что мы можем иногда в разговоре использовать ситуации, когда мы как бы цитируем желание другого человека. Как нам построить в этом случае предложение? Например, мы хотим сказать: наш сын говорит, или мой сын говорит, что хочет играть в футбол. Как нам процитировать с нашего сына слова и при этом сказать, что он имеет желание что-либо делать, да? В этом случае нам помогает глагол «имас». Глагол «имас» на русский язык переводится как «говорить». Когда мы говорим в настоящем времени, мы изменяем его на «ите имас». А когда мы добавляем частицу «то» перед ним, произнося «то ите имас», мы как бы говорим «говорит что». То есть мы делаем
вступление перед повторением цитаты. Конструкция предложения будет строиться следующим образом. Мы тему разговора, в данном случае мой сын, выделяем частицей «ва», после добавляем его слова, которые мы цитируем буквально, например, «сакао считай», и добавляем конструкцию «то и теймас». И на русский язык она будет переводиться как «мой сын говорит, что хочет играть в футбол». То есть мы можем как бы сказать, что когда мы описываем его желание, да, сын хочет играть в футбол. Мусукова сакао щита гатеймас. Здесь мы описываем желание третьего лица в том, что он хочет совершить какое-то действие, в данном случае играть в футбол. Но мы можем и сказать словами, что он говорит, что хочет играть в футбол. При этом его слова, которые мы цитируем дословно, мы никак не изменяем. То есть, как он сказал, так мы и повторили. Давайте рассмотрим несколько еще примеров. Например, она говорит, что хочет попить сок. Канаджо ва, тема разговора, джусу о номитай, то итеймас. Или она говорит, что хотела попить сок в прошлом времени. Канаджо ва джусу о номита ката то итеймас. Или она говорит, что не хочет пить сок в отрицательном варианте в настоящее время. То есть каноджо ва джусу о номитакунай то итеймас. Или в прошлом времени отрицательная форма джусу о номитакуна-ката то итеймас. Или, например, когда мы говорим, допустим, не о том, что мы хотим какое-то совершить действие, а когда мы передаем, допустим, свои собственные слова. Например, я говорю, что хочу сок. То есть в настоящем времени, длительном промежутке, я говорю о том, что я хочу сок. Как нам в данном случае построить предложение? Мы себя выделяем частицей «ва», добавляем объект, который мы хотим, плюс добавляем «га хоши» и закрываем «то итеймас». Ваташи ва джусу га хоши то итеймас. Или я говорю, что хотела сок в прошлом времени, да? Но сейчас я об этом говорю. Ваташи ва джусу га хоши ката то итеймас. Или я говорю, что не хочу сок. Ваташи ва джусу га хоши кунай то итеймас. Или я говорю, что не хотела сок. В прошлом времени я не хотела сок, а сейчас об этом я говорю. Ваташи ва джусу га хоши куна ката то итеймас. Ваташи ва джусу га хоши куна ката то итеймас. Вы обратили внимание, что я в конце не добавляю частицу des. Когда мы цитируем слова, нам не обязательно ее повторять в полном. Мы можем говорить как бы от себя и сокращать. Главным является моментом добавить то и теймас, что мы говорим в данный момент. Или, допустим, что мы говорили раньше то и теймашта, або то и имашта. Но вообще конструкцию и имас вы будете разбирать в других уроках. Я просто привожу к примеру то, что когда мы хотим передать наше желание, мы можем это и проговаривать. То есть не обязательно строить прямое предложение. Мы можем сказать, что я говорила, что хотела. Или ты говорил, что ты хотел. Или она говорила, что хотела, допустим, что-то. В этом случае мы предложение будем заканчивать то и ты мас. Следующая тема. Существительное место, выделенное частицей плюс глагол в масс-форме, или же существительное плюс частица «ни» и добавляем глаголы «икимас», «каиримас». Что это значит? На русский язык мы бы переводили как «я иду в какое-то место, чтобы что-то сделать». В случае, когда мы строим конструкцию с существительным, а существительным может быть, например, покупки, экскурсия, прогулка, работа,
мы как бы указываем на цель нашего движения, выделяя существительные частицы «ни» и добавляем просто глаголы движения. То есть уйти, прийти или вернуться. Икимас, кимас или кайримас. Например, существительное, когда мы используем «я иду в супермаркет за покупками». То есть место является супермаркет, мы его выделяем частицей «э», добавляем существительное, это каймоно, то есть покупки. Обязательно ставим частицу «ни» и добавляем глагол движения «икимас». Депато каймоно ни икимас. Или я иду в парк на прогулку. Прогулка санпо, существительное. Местом является парк коэн. Мы выделяем частицы «э» и строим предложение. Коэне санпо ни икимас. То есть с какой целью мы идем? Идем на прогулку, чтобы прогуляться. Когда мы изменяем глагол, то здесь нужно заметить, что глагол в мас-форме мы, опять же, мас к окончанию, мы отсекаем и добавляем частицу «ни» плюс глагол второй, а именно либо икимас, либо кимас, либо каэримас. Например, как бы сказать «покушать иду», табе ни икимас. То есть мас-форму от глагола табемас мы отсекли и добавили ни икимас. Или посмотреть иду, ми ни икимас. От слова мимас мы мас-форму отсекли, добавили ни плюс икимас. Ми ни икимас. Или, например, работать иду, хатараки ни икимас. Или встретиться приехал, айни кимашта. То есть в прошлом времени кимас мы изменили, плюс изменили глагол встретиться. Айни кимашта. Или купить приехал. В прошлом времени, да? Каймоно ни кимашта. Например, примерно во сколько времени ты меня встретить придешь? Нанджи коро ваташи о мукаэ ни кимаска. Ну, а вам могут ответить, например, в 6 часов примерно или около 6 часов я приду. Року джи горо ни кимас. Давайте рассмотрим еще несколько примеров, используя при этом глаголы. Например, я в бассейн поплавать иду. Ваташи ва уруэ ойоги ни икимас. Или ты в булочную хлеб купить пойдешь? Анатава панья пану кайни икимаска. Или, допустим, Мария на кухню кофе попить пошла. Мариява даэдо короэ кохио номини икимашта. То есть в прошлом времени. Или он ресторан Гюдон поесть пришел. Карева ресторане Гюдоно табени кимашта. То есть он пришел покушать. Табени кимашта. В прошлом времени. Следующая тема. Место ни хайримас, либо норимас, или же место о демас. Что это такое? Эти конструкции используются тогда, когда мы хотим сказать, что мы заходим либо в какое-либо место, либо садимся в какое-либо транспортное средство. Когда мы указываем место плюс хайри мас, это означает, что мы в какой-то объект зашли. Объектом может быть что угодно: здание, комната, зал, ресторан, магазин. И вот мы когда говорим, допустим, давай зайдем в магазин, омисе ни хайримашо, то есть вы предлагаете, вы обязательно объект, в который вы заходите, выделяете частицей ни и добавляете глагол хайримас, в данном случае как бы приглашая хайримашо.
Или та же ситуация, когда вы хотите сказать, что вы выходите из какого-либо здания. В этом случае вам помогает глагол «демас», который означает «покинуть что-либо» или «выйти откуда-то». Но когда вы используете глагол «демас», то перед ним всегда частица будет «о», а не «ни». То есть место плюс «о» плюс «демас». Например, он примерно в 7 часов вышел из дома. Карева щичиджи горо учио демашта. То есть он дом покинул. Учио демашта. В 7 часов там примерно. Та же ситуация касается, когда мы говорим о транспортных средствах. Если мы заходим в поезд или в машину, мы говорим «норимас». При этом мы транспортное средство выделяем частицей «ни». Например, зайти в поезд или сесть в поезд «денщани норимас». А вот когда мы выходим с поезда, мы транспортное средство выделяем частицей «о» и используем глагол «оримас», то есть «выйти», «сойти». Например, я на станции с поезда вышел или сошел. Ваташи ва эки де денчао оримашта. Я покинул что? Поезд. Я сошел с поезда. Та же ситуация, когда мы говорим, что мы делаем пересадку. То есть мы транспорт один, выделяем частицей кара, добавляем второй транспорт, который выделяем частицей «ни» плюс глагол «норикаэмас». Как бы говоря, с одного транспорта на другой мы там, допустим, пересаживаемся. Например, с метро на поезд пересяду. Чикатецу кара джиэр ни норикаэмас. То есть японский поезд пересяду. Джиэр ни норикаэмас. Следующая тема. Наника, докока. Когда мы к вопросительному слову добавляем частицу «ка», мы образуем новое неопределенное местоимение. Например, когда мы к вопросу «доко» где добавляем «ка», оно звучит как «где-то» или «куда-то». Или когда мы к вопросительному слову «нан» «что» добавляем частицу «ка», мы образуем новое слово «что-то» или что-нибудь. Мы, скорее всего, слышали такие вопросы, как, допустим, «что-нибудь покушаете?» «Наника табемасенка?» Или, допустим, «что-нибудь почитать?» «Наника ямимас?» Или «куда-нибудь пойти?» «Доко ка икимас?» Или же «где-нибудь отдыхал?» «Доко ка ясумимашитака?» Или наиболее распространенная фраза «кто-нибудь, помогите», «дарека», «таскете». Когда мы используем слова местоимения как «наника», «докука», мы уже обратили внимание, что в некоторых предложениях такие частицы, как «о», которые стоят перед глаголами, они опускаются. Но частицы направления, такие как «ни» или «д», они обычно остаются. Например, мы можем сказать, допустим, «я хочу что-нибудь съесть». «Наника табетай дес». Или мы можем полностью произнести «наникао табетай дес». Или же мы можем построить предложение, допустим, «вы куда-нибудь ходили до кокаэ и кимаштака», при этом частицу «э» мы не можем отбросить, потому что контекст предложения потом будет не совсем ясен. Или, например, выпейте какой-нибудь напиток. Наника номимоно номимасенка. В данном случае мы вопросительное местоимение, да, наника. После него мы ничего не ставили, но у нас есть существительный объект, на который указывает глагол номимасенка, который предлагает, да. Поэтому между ними частица «о» обязательно будет стоять, но после частицы
Наника, а ее не будет. Или, например, давайте встретимся где-нибудь. Докока де аймашока. То есть предложение аймас встретиться мы изменяем в аймашока. Давайте встретимся где-нибудь и обязательно выставляем частицу де перед глаголом. Я бы еще хотела обратить внимание, чтобы вы не путали вопросительные слова, которые означают как ничего. Например, когда мы к вопросительным словам добавляем «нани» плюс «мо», а следующим идет предложение в виде глагола в отрицательной форме, в том случае мы имеем в виду, что ничего либо ничто нет, либо не является чем-то. То же касается, когда мы, допустим, говорим о вопросительном слове «доку», к которому присоединяем частицу «мо», «докому», плюс отрицательную форму глагола, и тогда мы подразумеваем «никуда». Например, «нанимо аримасен» — «ничего нет», или же «докому икимасен» — «никуда не иду». Есть еще моменты, а именно то, что вопросительную частицу «ка» мы можем использовать не только по отношению к вопросительным двум словам, таким как «где-то» или «что-то». Есть еще такие вопросительные слова, как «кто-то». И если мы к слову, вопросу «дара» присоединяем частицу «ка», мы образуем новое слово «кто-то» или «кто-нибудь». Если мы к вопросу «когда» ицу присоединим частицу «ка», у нас образуется новое слово местоимение «когда-то» или «когда-нибудь». Или же, допустим, к вопросительному слову «который из Дора» добавим частицу «ка», у нас будет какой-то один из какого-то выбора. Например, кто-то пришел, дарека кимаштака, вопросительное слово, или ицука аймашо, когда-нибудь давай встретимся, или дарека хитоцу эранде кудасай. Пожалуйста, выберите какой-нибудь один из этих, то есть какого-то выбора чего-то. Дарека хитоцу эранде кудасай. Или же вопросительного местоимения, неопределенного местоимения, добавляя еще частицы, мы образуем новые словосочетания. Например, с кем-то, дарека, то, куда-то, докока, или какому-то времени, ицука, мадени, ицка, мадени. Например, вы с кем-то будете заниматься, дарека, то, еще не, бенкё шимаска. Следующая тема — префикс го. Особо внимания на этом префиксе я уже заострять не буду, так как он был разобран в прошлой теме. То есть префикс го используется с исконными китайскими словами, выражает уважение и образует большое количество фиксированных как предложений, так и слов. Например, ваш супруг го сюджин, ваша семья го казуку, или к обычным бытовым названием предметов или там названием еды, гохан и так далее. Так как тему, в принципе, сегодняшнюю мы разобрали, я бы хотела еще немного занять вашего времени, а именно обратить ваше внимание на такой временной показатель, как гору, который вы должны были уже увидеть в словаре, который был параллельно к этому уроку. На русский язык гуру переводится как «примерно» или «около». Как он сочетается? Когда вы используете какое-то конкретное время или час, после него ставите наречие или слово «гору», вы подразумеваете, что, допустим, примерно в 9 часов. Куджи – гору.
Вы также можете использовать его и в сочетании к словарной форме глагола. То есть ставите словарную форму глагола плюс «горо», и на русский язык будет переводиться к тому времени, то есть к какому-то времени действия какого-то, что-то там случится. Также, когда мы ставим существительное, и при этом мы подразумеваем какое-либо событие или период в жизни, мы после существительного обязательно ставим частицу «но» плюс «коро». Вы не ослышались, не «горо», а «коро» через «к». Такая вот конструкция имеет значение «когда», но видоизменяется в произношении. Например, мы можем сказать, если говорим о конкретном времени, я 8 часов примерно встаю. Хачиджи горо окимас. При этом частица ни перед горо не ставится. Хачиджи горо окимас. Или в 5 часов примерно вернусь. Годжи горо кайримас. Или когда, например, используем существительное в виде события или периода жизни, да? Эйгано коро. Примерно во время выхода фильма подразумевалось бы. Или кайшано коро. Примерно в то время, когда компания и так далее. Итак, как вы уже поняли, горо мы можем использовать либо с конкретным временем, например, обеденный перерыв примерно в 12:30. Хироясуми ва джуджи хан горо дес. Или с периодами жизни. Например, в то время, когда я был ребенком, я жил в Америке. Кодомо но куро Америка ни сундеимашта. Или в студенческие годы или в ту пору много учился. Гакусей но куро йоку бенкюшимашта. То есть во время студенческих лет я много учился. Хочу обратить внимание на небольшое различие. Когда вы говорите о гуру, вы прежде всего должны использовать его в понимании, что это какая-то точка во временной шкале, то есть момент. Например, около 3 часов. То есть вы можете сказать, допустим, санджи гуру. Но когда вы хотите использовать длительность, например, в течение около 2 недель или в течение 3 часов, использовать конструкцию «время» в длительном варианте плюс «гро» вы не можете. То есть построить предложение «санджикан горо», то есть около 3 часов по длительности, вы не можете, это неверно. Для этого вы учили такие слова, как курай или гурай, которые идут именно в комплекте с длительностью какого-то периода времени плюс гурай. Например, санджикан гурай, то есть примерно в течение 3 часов. Вот так будет верно. Или ичиджикан гурай какаримаска, то есть это займет, наверное, около 1 часа. Вопрос. Или примерно 10 человек пришло. Джуджинин гурай кимашта. Ну, например, в ресторан, на собрание, на вечеринку и так далее. Или же примерно 100 йен стоит, да? Сэнэн гурай дес. То есть ситуация, когда мы хотим более шире использовать слово примерно, мы должны использовать именно гурай или курай. А если мы конкретно время указываем, то здесь нужно горо. Со временем вы научитесь различать много вариаций произношения слова примерно или около. На данный момент вам нужно запомнить, что если вы говорите конкретное время, а не длительность этого времени, вы должны использовать конструкцию время плюс горо, без частицы «не» между ними.
Также, если вы говорите о длительности периода какого-то, то сочетать его с словом гурай или курай. Еще вы когда-то будете учить такие официальные слова, как ходу. То есть оно тоже будет переводиться примерно. Вы часто его будете слышать в новостях, в бизнесе. Например, здесь около 2 килограммов. Ни киро ходо римас. Или можете когда-нибудь услышать такое слово, как баккари или бакари, которое тоже имеет тоже значение примерно или около, но оно всегда имеет отношение или оттенок скорее как всего лишь. Например, подождите всего лишь 10 минут, пожалуйста. Джупун бакари мотте кудасай. Но эти наречия вы будете учить в других уроках. Еще я хотела бы с вами разобрать такую связку, как «де гудзаймас». Вы ее увидели у себя в словаре. И там написано, что она является вежливым заменителем глагола связки «дес». Оно так и есть. «Де гудзаймас» вы чаще встретите только в официальной речи, то есть в бизнесе, либо при обращении к клиентам. То есть когда вы будете в качестве рабочего обращаться к клиенту, чтобы подчеркнуть свое уважение. Связка «де гудзаймас» является заменителем нейтрального глагола связки «дес», то есть он означает являться кем-то или быть чем-то, но относится к категории тейнего вежливой речи или же кенджогу скромной речи. Что это означает? В речи вы можете себя, либо, если вы проявляете уважение, вы можете говорить, когда, допустим, себя представляете, да, официально. Обычно вы говорите как бы скромно, принижая себя. Например, я Танака, да, я являюсь Танака. Танака де гудзеймас. Вежливый вариант самого себя представить. Или, допустим, вы в ресторане клиенту принесли меню и говорите: вот ваше меню. Кочерага меню де гудзеймас. Чтобы не путаться, еще в прошлом уроке мы затрагивали немного тему, когда говорили, что глаголы в отрицательной форме можно произносить как, допустим, джаримасен, глагола связки des, или же джинайдес. Тогда я указывала на то, что как бы в разговоре есть понятие разделения положения человека. То есть, когда ты говоришь со своим другом, ты используешь разговорную или же простую речь. Когда ты говоришь с коллегами, ты используешь нейтральную речь. А когда ты говоришь, допустим, с шефом, с президентом, с папой римским, ты о себе, скорее всего, будешь говорить в вежливой, скромной речи. И вот, когда вы в настоящем времени, допустим, говорите со своими друзьями или семьей, вы используете вместо глагола связки des глагол «да», то есть существительное плюс «да». Когда вы строите простое предложение существительное плюс des, это означает, что вы говорите либо с коллегами, либо малознакомыми людьми. Когда вы в бизнесе, на официальных приемах, или очень часто вы можете увидеть, допустим, объявления в аэропортах, в метро, то они будут вместо глагола связки des использовать de гудзеймас. Например, вы можете сказать: это является книга, допустим, другу. Корева хон да. Или, допустим, вашему учителю или прохожему, обычно вежливо-нейтрально, вы бы сказали «корева хондес». А вот если бы вы были в магазине книжном, то консультант, который бы вам показывал книгу, он бы сказал «кочерава хон де гозаимас». То есть он бы сказал один и тот же смысл слова, смысл предложения. Это книга,
но уже более вежливом формате. Также вы можете услышать, например, где туалет или здесь туалет, вон там находится. Отерай ва ачера де годзаимас. Или, например, вы бы принесли какой-то рапорт своему шефу и вы бы ему передавали бы на стол и говорили: вот эти документы. Кочера га ширё де годзаимас. Хочу заметить, чтобы вы не путали никогда «де годзаимас», который мы используем вместо глагола «дес», и просто «годзаимас», который в японском речи заменяет глагол «аримас». То есть вы можете сказать, например, «это машина», то есть это является машиной. При этом предложение построите как «курума де годзаимас». А если вы скажете просто «курума годзаимас», то вы будете говорить, что есть машина, то есть она имеется у вас во владении. Также, как вы уже поняли, «де годзаимас» может и изменяться не только в времени, то есть его можно использовать не только в настоящем времени, но и в прошлом. Также и в отрицательных или же утвердительных предложениях. Таким образом, чтобы в настоящем времени в утвердительной форме нам сказать вместо глагола «des» «de годзаимас», в отрицательной форме бы звучало как вместо «джаримасен» «de годзаймасен». В прошлом времени вместо глагола «дешта» было бы как «de годзаймашта». И опять же отрицательная форма в прошлом вместо «джаримасен» «дешта» было бы как «de годзаймасен» «дешта». Например, вот, пожалуйста, сегодня спецпредложение, да? Кочерага хонджицу но сусуме де годзаимашта. Хонджицу означает сегодня, это тоже как бы кё, заменитель, но более вежливый. Или, например, тот кабинет был переговорной или залом совещаний, да? Ачирано хэяга кайгишицу де годзаимашта. То есть мы бы смогли сказать «Ано хэяга кайгишицу дешта» в прошлом времени. И это было бы нейтральным вариантом, нейтрально вежливым. Или же как бы более скромно сказать. Тот кабинет был с залом совещаний, да? Ано или ачира но хэяга кайгишицу де годзаимашта. И последняя на сегодня тема, как образовывать словарную форму глагола с обычной масс-формы глаголов. Если вы откроете ваш алфавит, то увидите, что ваш алфавит делится на ряды. Ряд А, И, У, О и так далее. Сначала я должна отметить, что в японском языке существует 3 группы спряжения глаголов. Первое – это в основном те, которые имеют в своей основе ряд «и», то есть перед глаголом, перед масс-формой глагол будет заканчиваться на букву или же слог из ряда «и». Например, кай-мас, мочи-мас, каэри-мас. То есть ри, чи, и или но, ми, мас, ми будет относиться к ряду и. К второй группе спряжений относятся это тех, у которых перед масс-формой слог или буква будут относиться к ряду Например, табемас – кушать, или же открывать акемас, или закрывать шимемас, то есть б, или к будут относиться к второму ряду, ряду И к третьей группе это в основном неправильные глаголы, такие как делать шимас и приходить кимас.
а также сочетание существительного плюс щимас. Как нам образовывать словарную группу? Итак, с первой группой, с выражением. Когда мы используем такие глаголы, как каймас, каимас, да, мочимас, держать, мы их ряд «и» заменяем на ряд «у» и отсекаем мас-форму. То есть вместо «каи» мы произносим «кау». Вместо держать «мочи» мы заменяем «чи» на «цу», «моцу». Вместо, допустим, возвращаться «каэри», да, «каэримас», мы «ри» заменяем на «ру». У нас получается «каэру», словарная форма, возвращаться или пить. Но «ми», «мас», мы «мас» отсекаем, «ми» заменяем на «му», и у нас получается «ному», пить. Также мы склоняем и изменяем весь ряд «и». То есть звать йобимас на йобу, слушать кикимас на кику, писать какимас на каку и торопиться исогимас на исогу. Или же идти икимас на ику. Со второй группой спряжения все намного проще. В том случае мы мас-форму просто заменяем на ру. Например, кушать табемас заменяем на таберу. Открывать акимас на акиру. Закрывать шимемас на шимеру. Да? Включать, например, свет цукимас. Мы мас-форму заменяем на ру. Цукеру. Или же глагол, например, видеть мимас на миру. Или же, допустим, такие исключительные глаголы, которые все равно относятся к второй группе спряжения, это, например, одолжить, каримас, мы заменяем на карьеру. Или быть им, находиться, имас на иру. Третья группа глаголов или третья группа спряжения, они же неправильные глаголы, имеют изначальное изменение. Так, щимаса заменяется на суру. И если мы, допустим, говорим учиться бенкё щимас, мы щимас заменяем на суру, у нас получается бенкё суру. А неправильный глагол кимас мы заменяем на кору, приходить. Итак, на сегодня все. Надеюсь, вам видео было полезно. Всем хорошего дня!